Приветствую, коллеги. А, Меня зовут Евгений Благовещенский. Я являюсь старшим научным сотрудником в 3 организациях: Высшей школе экономики, в Санкт-Петербургском университете и в Детском ортопедическом институте имени Турнера. Вот, да, спасибо Ольге Мартыновой. Она пригласила меня прочитать лекцию. Я занимаюсь очень много неинвазивной стимуляцией мозга, и я как раз хотел и поделиться своими идеями и, ну, не то что идеями, и подходами, которые есть в современном мире к неинвазивной стимуляции. Я в основном, наверное, в этой презентации сосредоточусь на транскраниальной магнитной стимуляции, поскольку это один из основных методов, который я использую. Да, меня всегда можно прервать и задать вопросы, если что. Я только за, что если люди задают вопросы именно во время чтения лекции, они откладывают наконец. Тем более у меня она довольно длинная получилась. Как я понимаю, у нас в распоряжении 2 часа. Но я думаю, что за час небольшим я ложусь с лекции, поэтому мы можем подискутировать где-нибудь полчаса, что-нибудь такое. С чего я всегда начинаю рассказывать студентам своей презентации, если меня просят почитать лекцию какую-нибудь такую общую, это с того, что я до этого занимался физиологией на животных, на кошках и на мышах. А потом, когда перешел на человека, увидел некоторые странности. Вот, например, здесь фотография с постера с конференции Human Brain Mapping, где люди обсуждают и пытаются найти точку в мозге, которая ответственна за выбор как бы второй половины. Оказывается, это можно сделать, и нет проблем, вот она в мозге находится. И именно вот эта часть мозга отвечает за то, как мы выбираем партнера. И у меня всегда возникал вопрос по этому поводу, что действительно ли все мы можем в мозге найти, и действительно ли все так классно организовано, что мы можем найти точку даже за выбор партнера. И вот после вот этой конференции я даже организовал школу, которая уже вот в этом году 7-я была, по возможностям методов и корректности их применения. Есть такая чудесная немецкая пословица, что если у вас в руках молоток, то все вокруг выглядит как гвозди. То есть если вы можете там что-то картировать или делать с мозгом, это не обязательно, что это надо делать. И если вы это делаете, как интерпретировать эти результаты, я бы как раз хотел бы на этом остановиться, особенно если мы берем неинвазивную стимуляцию мозга. То есть, по поводу стимуляции мозга я вот всегда спрашиваю людей, да, вот, почему предпочитают ученые делать эксперименты на самцах. Да? Наверное, все это знают, да? Я не знаю, насколько здесь интерактивно можно общаться. Ну, в общем, это известный факт, что стараются делать эксперименты на самцах, потому что у самок есть гормональный цикл, и ее поведенческие реакции не всегда будут связаны с тем, что какой стимул вы предъявляете, точнее, в какой момент ее жизни вы предъявляете стимул. Вы можете получать абсолютно разные ответы. И это тоже как пример стимуляции мозга. Просто изменился гормональный фон, и мы имеем перед собой абсолютно другое животное или человека. То есть мы каждый день сталкиваемся с этим, что это не то, что вы зашли в лабораторию, начали стимулировать, что-то изменилось. Вот.
И могу рассказать, что когда я работал с кошками, я занимался восстановлением движения после повреждения спинного мозга. И когда приходилось иметь дело с самками, то вот представляете, да, вы смотрите, как у нее восстанавливается движение, то есть она должна быть голодной, кошка, чтобы схватить еду. Я изучал, как они хватают эту еду. А тут у кошки начался эструс, и все. Ей хочется кота, и плевала она на эту еду и так далее. Причем, несмотря на то, что там мозг поврежден и так далее, вот она хочет кота. Вот. Я к тому, что мы сталкиваемся с этим постоянно. То есть это не то, что вы пришли в лабораторию и что-то. Так что такое стимуляция мозга. Ну вот у нас есть мозг, да, у каждого свой. В нем есть нейроны, которые общаются, хотя тоже каждый раз всем говорю, что мозг состоит не только из нейронов, а 70% клеток – это глия. Есть очень большое направление в науке. Допустим, я тоже сам занимался этим, это изучением, как именно глия влияет на то или иное поведение. То есть все абсолютно забывают, большинство ученых, что нейроны – это только 30% того, из чего состоит мозг. Вот, но давайте возьмем то, что написано в учебнике, что мозг состоит из нейронов, они между собой связаны, и имеется 3 вида синапсов, как вы знаете, которые... Но смысл в том, что если мы... Вот классический подход, давайте сегодня на нем остановимся, что если вы хотите изменить какой-то поведенческий ответ, нам нужно изменить активность нейронов. Чтобы изменить активность нейронов, нужно изменить электрическое поле внутри мозга. Как вы знаете, у нас всего 2 электрически возбудимые ткани – это мышечная и нервная. То есть, меняя электрическое поле, мы меняем активность либо мышечной, либо нервной ткани. И на будущее, если вы сталкиваетесь ну вот сегодня буду говорить о транскраниальной магнитной стимуляции, мы стимулируем всегда не магнитным полем. Мы должны изменить электрическое поле внутри мозга. Это вот основное, если мы хотим повлиять на активность нейронов. Но стимуляцией мозга, с одной стороны, недавно занимаются, а с другой стороны, давно. Вот это как раз из книжки 1800 года, где уголовникам там отрезали руки, ноги, били током и видели, как они сгибаются. То есть с этого начиналась, так сказать, эра. Сейчас мы можем, не отрезая голову, стимулировать. Всегда рассказываю, для меня это было очень показательно, и как я вообще стал нейробиологом. В свое время я пришел на кафедру высшей нервной деятельности в Санкт-Петербургском университете, сказал, хочу заниматься агрессией. Сказали, да, без проблем, вот у нас тут Вадим Никулин занимается. И оказалось, что мы делали? Мы вживляли электроды в гипоталамус. Это такая очень-очень маленькая область на самом деле. Гипоталамус занимает, наверное, пол на пол сантиметров в мозгу. Вот гигантский мозг у нас, если брать, то в нем он занимает, не знаю, меньше процента, даже, наверное, меньше половины процента. Вот, допустим, наш кот с вживленными электродами. И мы вживляли в центр агрессии, и это было довольно эффектно, что вы нажимаете на кнопку, и кот срывается с места и рвет все, что видит вокруг себя. Вы отпускаете кнопку, и котик снова становится пушистым, приятным животным. То есть изменение электричества в очень-очень локальной области мозга просто переворачивает все с ног на голову. То есть перед нами абсолютно другое животное и так далее. И после этого я очень заинтересовался, как вот
маленький ток, который в жизни вообще не заметен, может вдруг вот так иметь такие большие последствия. Наверное, вы знаете вам рассказывали эксперименты Дельгадо, когда быку вживлялись электроды в центры, которые, наоборот, тормозит агрессию. Вот, это было электроды на радиоуправлении. Соответственно, когда бык бросался на тореадора, нажималась кнопочка, и бык моментально терял интерес к этой красной тряпке, ему было все равно на это. Это такая классика, но Дельгадо он испанец, поэтому он решил продемонстрировать это публично, насколько эффективна может быть стимуляция мозга, потому что это как бы не шутки, то есть раз и нажимаешь на кнопку, перед нами другое животное. Но все это, вот то, что я сейчас говорил, это инвазивная стимуляция, когда мы вставляем электрод в голову, а точнее в мозг. И если мы говорим не про неинвазивную стимуляцию, вот если инвазивная, да, по сути дела, мы можем сделать джойстик, да, к животному. То есть можно уже видеть моторные зоны, там, в представительстве передней, задней лапы, нажимать на кнопки, по сути дела, управлять животным, как я говорил, там, вызывать агрессию и так далее. Особенно это хорошо видно, поскольку вы нейрофизиологи, это очень хорошо видно на анестезированных животных, чем я очень долго занимался. Когда животное анестезировано, лежит у вас в стереотаксе, вы стимулируете ту или иную зону и смотрите тот или иной ответ, например, в спинном мозге или в мышце. И там прямо вот четко видно, какие ответы. И, наверное, как вы знаете, допустим, Хьюбель и Визель так сделали свою новельскую работу по зрительной коре, где зрительные колонки, все это красиво. Я лично сейчас немножко в этом сомневаюсь, в этих всех работах. И, допустим, то, чем я занимался, все это, конечно, хорошо, но, на мой взгляд, анестезированный мозг и бодрствующий мозг – это абсолютно два несопоставимых объекта. То есть в первом вы можете прозванивать как какую-то плату, а вот бодрствующий мозг – это совсем другое. Я, наверное, еще вернусь к этому примеру, что такое бодрствующий мозг. Если мы говорим про неинвазивные методы, естественно, они будут подразделяться на визуализацию и воздействие на мозг. Я всегда, возвращаясь к примеру с выбором партнера, я всегда говорю: хорошо, если вы нашли эту точку, давайте пойдем с другой стороны и будем стимулировать эту точку. Это что, у нас поменяется мой выбор партнера, я скажу своей девушке: извините, нет, до свидания, мне постимулировали мозги, больше не люблю, из этой серии. Я думаю, что вы не раз видели эту картинку. У каждого метода есть свои плюсы, свои недостатки. Обычно их делят по временному и пространственному разрешению. Причем это не только методы нейровизуализации, но и стимуляции. Например, транскраниальная магнитная стимуляция где-то вот находится. Я на ней еще сегодня в деталях остановлюсь. Наверное, вам уже рассказывали про МРТ, энцефалограмму. Это самые популярные методы для визуализации. Вот. Если мы говорим о стимуляции мозга, самыми популярными на данный момент являются, естественно, транскраниальная электрическая стимуляция и транскраниальная магнитная стимуляция. Значит, транскраниальная электрическая стимуляция, я не знаю, сталкивались вы с этим или нет, это просто дело батарейка и два электрода, которые накладываются на голову. Вот. Пропускается ток, и при этом очень важно помнить, когда вы сталкиваетесь с любой стимуляцией, с любым типом стимуляции,
что долетает до мозга и в каком виде. Вот кажется, что вот два электрода, между ними есть кусок мозга, и ток вот так потечет. Ничего подобного. Ток потечет там, где наименьшее сопротивление. Таковы законы физики. Поэтому смысла ему залезать в мозг никакого. Вот, если есть возможность протекания по, по другому пути. То есть смысл ему току, да, через кожу, череп, пройти в мозг и так далее, и дальше выйти через это. И когда вот, допустим, я хочу продемонстрировать, как действует транскраниальная электрическая стимуляция, просто как бы, ну, как в цирке, да, покажите, как она действует. Можно одеть два электрода, ну, примерно вот в такое положение, и дальше пустить переменный ток, не постоянный, а переменный, который. И некоторые люди, я бы сказал, даже большинство, увидят такое, это называется фосфены, это как будто лампочка стала плохо работать, и начинается такое вот мерцание в помещении, то есть такие непонятные вспышки. Вот. А эффект на самом деле связан не с тем, что мы стимулируем мозги, а то, что ток течет по наименьшему сопротивлению, как я говорил, и, естественно, ему проще затекать в глазные дырки в черепе. Вот, и затекая туда, он в том числе идет через глаз и стимулирует фоторецепторы. То есть это не стимуляция мозга, а просто вот как, ну, знаете, если на глаз надавить, тоже будет мерцание. Мы механически стимулируем, а здесь мы электрически стимулируем саму ретину. Вот. Это к тому, что мы не стимулируем мозг. Вот здесь нужно быть очень-очень аккуратным. И люди пытаются моделировать, что происходит при той или иной стимуляции, особенно вот транскраниальной электрической. И казалось бы, а что здесь моделировать? Ведь можно поставить опыт. Давайте поставим электроды на поверхность мозга и посмотрим, что происходит при том или ином расположении электродов. Как бы такие были попытки, но теперь, внимание, вопрос. Еще раз говорю, ток течет по пути наименьшего сопротивления. Если мы сделаем дырку в черепе, чтобы поставить наши электроды, у нас будет дырявый череп, и ток явно пойдет через эти дырки. И, соответственно, все, что мы будем мерить, не будет иметь к реальной картине происходящего никакого отношения. И поэтому здесь нужно быть очень-очень аккуратным. И вот, по сути дела, моделирование – это все, что остается в этом случае. Как только мы сделали дырку в черепе, мы имеем перед собой другую голову. Человеку, естественно, дырявить череп никто не будет, просто так. Поэтому все, что остается, это моделировать и пытаться понять, что и как у нас возбуждается, тормозится, или хотя бы как распределяется электрическое поле внутри мозга, точнее на его поверхности. Потому что от того, что оно будет затекать куда-то вглубь, вообще даже речи нет. То есть, естественно, он пойдет там, где наименьшее сопротивление, еще раз. А если вы вспомните, как устроен наш череп с мозгами, вы вспомните, что там есть большое пространство между мозгом и черепом, его внутренней поверхности, который заполнен ликвором. Естественно, это отличное место, где ток может течь. И смысла ему глубоко вниз уходить нет. То есть это все, по сути дела, побочное. А теперь еще большая проблема с этим возникает. Да, я еще раз говорю, меня всегда можно прерывать, задавать вопросы и так далее. Еще одна проблема с транскраниальной электрической стимуляцией – то, что мы не можем
Казалось бы, давайте увеличим силу тока, и тогда больше тока, больше вероятность того, что произойдет его затекание. Ну, думаю, что каждого хоть раз в жизни током било, и это ощущение не самое приятное. А, Что происходит, когда, да, вот, человека бьют током? Во-первых, сама кожа может, э, так скажем, подгорать, наверное, такой термин. Вот. А во-вторых, поскольку я уже это упоминал, это всегда нужно помнить такие вещи, что у вас, у человека есть две электрически возбудимые ткани, нервная и мышечная. И когда вы увеличиваете интенсивность тока между двумя электродами, да, в этих местах также есть мышцы. И они, поскольку они ближе находятся к электродам, будут подвергаться этому воздействию. Поэтому в первую очередь вы будете бить по мышцам, а сокращение мышц, наверное, каждый сталкивался с такими эффектами, как спазм. А, Это неконтролируемое сокращение мышц, и это вызывает очень неприятные ощущения. То же самое будет происходить и здесь. То есть пока ваш ток дойдет до головы, до мозга, сверху будет очень-очень неприятное ощущение. Поэтому мы не можем увеличивать силу тока, не вызывая болезненные ощущения. Значит, это я остановился немножко на транскраниальную электрическую стимуляцию. Вот, сейчас буквально несколько слов о механизмах транскраниальной магнитной стимуляции. Это все мы говорим про неинвазивную стимуляцию мозга. Что такое транскраниальная магнитная стимуляция и как она появилась? Чтобы понять вообще природу стимуляции и какие проблемы, я уже рассказал, что ток идет по пути наименьшего сопротивления. А второе, что электрическое поле очень плохо проникает через череп. Но череп относительно прозрачен для магнитного поля. Магнитное поле может не относительно, а относительно электрического гораздо проще проникать. Поэтому есть стимуляция транскраниальная магнитная. Магнитная названа потому, что сквозь череп проходит магнитное поле, а внутри уже возникает электрическое. Точно так же есть подход в энцефалографии. Есть электрическая энцефалография, с которой, наверное, ну, не знаю, многие сталкивались в своей жизни. А есть магнитная, где мы измеряем магнитные поля. Магнитные поля, опять-таки, гораздо легче проникают сквозь череп, и измеряя их, мы существенно повышаем эффективность этого метода, допустим, измерения активности мозга. Вот. Смысл всего этого, что электрические поля переменные всегда порождают переменные магнитные поля. Это в свое время открыл Максвелл. Наверное, вы знаете это правило Буравчика, что переменная магнитная порождает переменная электрическая, и они вот где тут указка-то лазерна. Так, почему она не работает? Сейчас, секунду. Вот. И, соответственно, если поле вот так, неважно, электрическое или магнитное, то которое оно порождает, будет направлено вот в эту сторону. Вот. В итоге, что придумали? Что мы над головой создаем очень большое электрическое поле, которое вот так по кругу идет. Это поле вызывает переменное магнитное поле, которое, собственно, и проходит сквозь череп. И уже под этим местом у нас возникает
то, что называется индуцированное, по-русски, наверное, вызванное, новое электрическое поле. Снова, еще раз, что к магнитному полю нейроны не чувствительны. Они чувствительны только к электрическому полю. Вот. Соответственно, у нас создается под местом стимуляции электрическое поле. Если не ошибаюсь, это первая магнитная стимуляция была применена в 1982 году. Хотя эффект магнитной стимуляции заметили раньше. Это еще в начале прошлого века, когда появились мощные трансформаторы, некоторые люди, проходя мимо, видели фосфены. Смысл в том, что довольно быстро догадались, что человек попадает в мощное переменное электромагнитное поле, и, проходя мимо трансформатора, они, по сути дела, ловили глюки. А вот самое первое исследование, это, естественно, мы можем простимулировать моторную кору и вызвать тем самым сокращение мышц. Вот. Есть разные типы катушек, в которых создается вот это очень короткое переменное электрическое поле. То есть, чтобы понимать, что такое магнитный стимулятор, это большой-большой кондиционер, не кондиционер, извиняюсь, что-то, конденсатор, который связан вот с местом, где он разряжается и производит вот это вот короткое, но интенсивное электрическое поле. Вот. Естественно, есть очень много факторов, которые влияют на то, насколько эффективным будет та или иная стимуляция. Естественно, имеется реконструкция электрического поля, которое создает та или иная, это мы называем катушка, это место, где происходит быстрое изменение электрического поля. Есть вот такие, называются круглые катушки, то есть они выглядят вот так вот. Есть катушки, называются восьмерки. Они отличаются, естественно, тем полем, конфигурацией поля, которое создают в мозгу. И если вы когда-нибудь столкнетесь с тем, кто будет делать стимуляцию, тот, кто стимулирует круглой катушкой, вот такой вот, соответственно, вот здесь, и внутри ее находится круг, он не заботится о точности. Не то, что не заботится, а вообще на нее плюет, потому что в точке, над которой находится катушка, как раз-таки имеется 0 напряжения электрического, создается вот эта дыра. И чтобы нам хоть как-то знать точку, которую мы стимулируем, берется 2 круглых катушки, и вот между ними создается вот максимум напряжения. Но и то всегда нужно помнить, что у нас для восьмерки это не такая узкая локальная стимуляция, это вот такая сложная геометрия поля. Чем больше вы интенсивность будете увеличивать, тем она более сложно будет создаваться, потому что здесь и дырки будут присутствовать, и краевые эффекты. И, соответственно, все это приводит к тому, что это будет зависеть эффект от того, как располагается восьмерка, от какой зоны и так далее. Сейчас чуть-чуть подробнее остановлюсь. Вот так выглядят катушки с восьмерками. Тут даже показано, как на многих, как течет ток. И поскольку у восьмеркообразных, единственное, что мы можем сказать, что под катушкой, под этим местом, где находится, имеется все, что можно сказать, это максимальная напряженность в электрическом поле вызванном. Но поскольку конфигурация очень сложная, то положение
катушки очень сильно будет влиять на ответы. Вот здесь мы нарисовано, как идет стимуляция, то есть вот той или иной зоны. А если мы на одной точке находимся и будем эту катушку вращать и записывать ответы мышц, мы увидим, что от нуля до максимума может меняться. То есть на 180 градусов мы можем получать различные эффекты. Вот. И снова возвращаясь к тому, что мы стимулируем. Это очень нетривиальный вопрос. Например, у нас, ко всему прочему, примешивается не только интенсивность тока, а поскольку у нас мозг имеет извилины и борозды, то еще и это существенно накладывается. Если вы знаете, что примерно 70% коры головного мозга находится в бороздах, а не на поверхности. Поэтому люди, которые пытаются моделировать, что же мы все-таки стимулируем, в первую очередь сталкиваются с геометрией мозга. То есть у нас наш мозг, еще раз, не как этот шаровый конь в вакууме, да, вот. И вот здесь, допустим, на этом рисунке приведено, да, сферический конь в вакууме, да. Действительно, если вы посмотрите, большинство моделирований, которые проводят на мозге, именно из этого исходит, что это сфера в вакууме. Потому что это реально очень тяжело, если мы начинаем добавлять еще извилины и борозды. Но вот здесь, допустим, две модели, я сталкивался в статьях. Одна считает, по одной из моделей, основная активация у нас влияние происходит на поверхности извилин, а другая в бороздах. Мы получаем при той же самой интенсивности и тех же самых направлениях катушки немножко разную картину. Вот. Поэтому локальная стимуляция – это очень-очень больной вопрос. И до сих пор он не разрешен. Такого нет, что все пришли к одной теории, и все хорошо. Теперь мы знаем, что стимулирует. Нет, ничего подобного. Вот. И мы, в отличие от электрода, когда мы засунули в мозг и стимулируем, получаем такую красивую картинку. Здесь нет, все гораздо сложнее. Еще одна большая проблема, связанная с стимуляцией мозга. Это то, что у нас череп не является таким однородным, как и мозг. И мозг располагается на разной дистанции, на разном расстоянии от поверхности черепа. Вот здесь как на картинке представлено, оно даже в виде цвета, насколько далеко разные области расположены от поверхности черепа. Насколько поверхность мозга может по-разному находится от поверхности черепа. В итоге здесь практически в 2 раза, не практически, а больше, чем в 2 раза может быть разница. А в 2 раза это, по сути дела, вам нужно разную интенсивность стимуляции применять в зависимости от того, ту или иную часть мозга вы стимулируете. Но это очень тоже больной вопрос, как начинается любой эксперимент с транскраниальной магнитной стимуляцией. Если мы говорим о транскраниальной электрической стимуляции, у нас нет такого понятия, как пороги. Да? То есть мы не можем померить, мы просто берем 2 электрода, наклеиваем, и всех испытуемых мы, или там, пациентов прогоняем с той или иной интенсивностью. В транскраниально-магнитной, поскольку мы вызываем уже потенциал действия и можем увидеть реальное сокращение мышц, мы можем померить пороги, стимулируя моторную область коры и представительство той или иной мышцы.
мы можем найти возбудимость и дальше, внимание, все люди, допустим, кто-то занимается там, там префронтальным круг, который там связан с выбором или там испугом или так далее, и с эмоциями. Вот. Они считают, что те пороги, которые они нашли для моторной коры, будут такими же и для других отделов мозга. Ничего подобного. Но то, что мы нашли для моторной коры, мы можем объективно померить. Все остальное – это наши вымыслы и предположения. То есть здесь, опять-таки, нет такой уверенности, что и как мы стимулируем. Вот здесь картинка, как располагается вот область, да, допустим, в которую попадает как минимум 50% от той энергии, которая там предполагается для стимуляции. Здесь 80, здесь 90. Еще раз, мы не стимулируем одну конкретную точку. Это миф, это иллюзия, и люди, которые с этой технологией имеют дело, это прекрасно знают, в отличие от людей, которые пришли со стороны и говорят, вот давайте эту точку простимулируем. Вот такая точка. Это на точку меньше всего похоже. Как нам все-таки разобраться, что мы стимулируем, хотя бы примерно? Для этого есть такая возможность, как навигация. В чем ее смысл? Смысл в том, что мы на поверхность головы накладываем маркеры, которые светятся в инфракрасном свете. Мы загружаем, в начале нашего испытуемого или пациента отправляем сделаем пройти МРТ, магнитно-резонансную томографию. Дальше система визуализирует этот мозг в пространстве благодаря вот этим маркерам. Вот. И когда, допустим, человек будет шевелить головой, то на экране будет шевелиться мозг. То есть вот так визуализация работает. И когда экспериментатор подводит катушку для стимуляции, она тоже откалибрована и визуализирована в пространстве. Система показывает, какую часть мозга мы будем стимулировать. Это очень-очень удобно. То есть здесь вплоть до десятых доли миллиметра. Это означает, что человек пришел сегодня, я нашел у него точку, система это запомнила, если он придет завтра, я буду стимулировать именно эту же точку. Либо через 10 минут, если мне нужно стимулировать. И система корректирует, что я стою именно на этой точке. Именно вот со всеми ее характеристиками. Это очень удобная система. Единственное, что это все очень дорогое оборудование. То есть самая простая навигационная система стоит порядка, сейчас, наверное, 7-8 миллионов рублей, например. Она даже дороже, чем сам стимулятор. Да, по поводу стоимости, это довольно важный вопрос. Если транскраниальная электрическая стимуляция, это просто батарейка, подсоединяемая к голове. Да? Она там будет стоить, порядка 400-500 тысяч сейчас. Вот. Сертифицированная для медицинских целей и так далее. Стимулятор, естественно, стоит магнитный, стоит гораздо дороже. То есть он стоит порядка 2 миллионов рублей сейчас. А вот навигация, да, то есть получается порядка 6-7, то есть полностью система сейчас стоит где-то там, я говорю про относительно дешевые системы, стоит порядка 10 миллионов рублей. Так, что я хотел сказать, что много факторов. Аналоги есть, Жень? Советские? Да, отечественные. Конечно, Нейрософт, но по стоимости причем Нейрософт теперь уже вышел на международный рынок. У него даже есть подразделение в Америке, которые там же производят. То есть не только в Иваново они производятся, уже в Америке у них есть производственные мощности. Вот. Но по стоимости они ничем не отличаются от того же самого MagBench, например, и Localite. Они купили изначально себе голландскую систему
навигации немножко дописали для себя и теперь продают под собственным брендом Neurovizor. Вот. Но по стоимости ничем не отличается уже от западных аналогов. Вот. Хорошо, спасибо. Вот. Да, и что две вещи, которые я хотел, чтобы запомнили люди, это что очень много факторов влияет, и очень тяжело оценить то, что мы стимулируем. Теоретически мы можем говорить, что здесь мы больше эту область, здесь больше эту область, но картина, она сложная и мозаичная, как все в биологии. Вот, и всегда я рассказываю, особенно людям, которые не знакомы, что мы можем ожидать от данной технологии. Это очень такой тоже больной вопрос. Как пример могу сказать, что сейчас к нам пришли люди из их корпоративного, у них есть корпоративный университет, и они решили, что кто-то прочитал какую-то статью про инвазивную стимуляцию, и они решили, что вот люди, которые не профессиональные, да, прочитали одну статью, пришли к нам и сказали, что мы хотим стимулировать мозги, чтобы люди более эффективно обучались. Потому что вот мы прочитали статью, на 30% что-то повышается. Вот, но я к чему? Человек, который занимается стимуляцией, сразу поймет, что это бред. Вот. Люди, которые не занимаются стимуляцией, считают, что вот мы сейчас простимулируем мозги, и все будет хорошо, или там зомби получим и так далее. А вот. В итоге, что же ожидать? Итак, естественно, что мы должны ожидать разные эффекты от того, что мы стимулируем. Вот перед нами этот, по-моему, даже в школьных учебниках есть этот, моторный гомункулус. Что это такое? Как вы знаете, как он получается? Предполагается, что если мы стимулируем вот эту точку, то у нас сокращается вот эта мышца, которая нарисована. Если мы стимулируем вот эту точку, сокращается мышца плеча. Если мы пойдем вглубь, будут ноги. Почему у нас разные размеры для разного? Соответственно, это значит, больше элементов связано с управлением той или иной мышцей. А что значит больше? Если у нас имеется больше элементов, управляющих той или иной мышцей, то можно подразумевать, что у этой мышцы будет гораздо больше возможности контролироваться, и в том числе это называется репертуар движений, то есть у этой мышцы больше. Соответственно, допустим, на ноги отводится очень мало, как вы видите, управляющих элементов. И если вы вспомните, какой репертуар движений у ног и у рук существенно отличается, допустим, пальцами ног вы не сможете играть на рояле. Хотя бы из-за того, что очень мало управляющих элементов. Вам тяжело разделять тонкости движений. Вот. Но что стоит помнить, глядя на эту очень красивую, прекрасную картинку? Помнить стоит об одном, что она получена на наркотизированном мозгу. То есть, когда ученые, там лежит человек под наркозом с открытой черепной коробкой, и ему стимулируют ту или иную точку в мозгу и видят сокращение той или иной вещи. Но снова, как мы изучаем на бодрствующем человеке? Да? Вот с помощью транскраниальной магнитной стимуляции мы можем наложить электроды на разные мышцы, записывать миографию и стимулировать ту или иную точку в мозгу и писать ответ.
кажется, все отлично. Вот у нас прилетело, вот ответ мы видим на экране. Значит, при стимуляции этой точки будет вызываться то или иное сокращение мышц. Это все замечательно, но происходит одна, ну, не одна, их масса штук в мозгу, но могу привести самый-самый простой пример. Возможно, я не знаю, Оля, вам рассказывали про зеркальные нейроны? У нас просто целая лаборатория, которая занимается зеркальными нейронами, все время об этом рассказывает. Но ты можешь рассказать тоже немножко. Ну, С точки зрения ТМС никто еще не говорил. У нас там оживленные электроды и мгм. Ну, здесь то же самое. Можно с помощью ТМС, допустим, я с моим коллегой Матовой Фигурой, мы очень много занимаемся изучением зеркальных нейронов. Как их изучать? Относительно просто. Зеркальные нейроны, соответственно, это нейроны, которые активируются не только при выполнении конкретного движения, то есть связанного с конкретной мышцей, но они также активируются, и если человек представляет это движение, либо видит это движение. То есть они зеркалят. То есть то, что видит человек, приводит к активации тех или иных нейронов, которые связаны с этим движением. Но не только даже связанных с этим движением. И соседних нейронов. Допустим, как можно изучать зеркальные нейроны при помощи ТМС. Вот мы нашли точку в мозгу, ответственную, например, за эту мышцу. И отдельно точку в мозгу, да, большого пальца, и отдельно нашли относительно, они отделяются, ответственную за мизинец. Да? То есть вот точка, условно говоря, нашли. Вот. А теперь мы нашли пороги, при которых палец начинает сгибаться. А теперь есть две вещи такие. Например, я вот стою на точке, которая связана с этим пальцем. Ну, с большим, скажем. Вот, с большим пальцем. И я стимулирую на такой интенсивности, что я не вижу ответа. А теперь я прошу своего испытуемого, подумай об этом пальце. И теперь, когда я буду стимулировать, я увижу сокращение. То есть у меня изменились пороги. Либо я покажу этому человеку, как другой человек сгибает этот палец. Более того, можно еще более эффективно сделать. Можно попросить, я стою на точке, которая связана со сгибанием большого пальца. Вот. И, соответственно, стимулирую мизинец, мышцу, которая связана со сгибанием мизинца. И если я теперь говорю, а теперь подумай про свой большой палец, я увижу, что у меня происходит теперь сгибание двух пальцев, и этого, и этого. Это что означает? Что представительство большого пальца взяло и расширилось. То есть из этого что можно сделать вывод? Что вот это все, что мы видим на этой картинке, это условно. И ваша мысль, то, о чем вы думаете, может менять вот эту картинку довольно существенно. Это очень важно понимать, что вот в этом отношении здесь мысль материальна, и мы можем ее реально замерить. Например, как зеркальный нейрон. И из этого следует некоторые вещи. Вот, я не знаю, задумывались ли вы, почему при всем нашем развитии нейротехнологий до сих пор нет нейроинтерфейсов, которые бы, с помощью которых можно было контролировать вождение, да, ездить по дороге. Да очень просто, хотя бы из-за этого феномена, из-за зеркальных нейронов. Вы увидели, как кто-то поворачивает направо, и у вас мозг сгенерировал подобие команды поворачивать направо. Все, и вы поворачиваете направо только из-за того, что вы увидели, что кто-то поворачивает направо. То есть все ваши классификаторы полетят. Еще раз возвращаюсь к мысли, что все это хорошо, пока работает либо в лаборатории, где все, каждый шорох контролируется, либо это анестезированный мозг. И
Кроме этого, здесь есть всегда такая штука, которая для меня является такой большой-большой загадкой в нейробиологии. Наверное, вы знаете, что есть в мозгу осцилляции. Все прекрасно, думаю, даже со школьных времен об этом знают, что у нас мозг не спит, а постоянно нейроны заняты осцилляцией. И я в том числе очень много работаю с осцилляторными процессами в мозге. Это как раз любимая тема Вадима Никулина, и мы вместе с ним очень много этим вопросом занимаемся. И можно вставить инвазивно нейроны, там, гребенки этих электродов матрицы и увидеть действительно, что они будут разряжаться спонтанно. Не спонтанно, а в связи с тем или иным ритмом. И для меня тогда вот эта картинка становится бессмысленной. Вообще любая картинка, когда мы начинаем смотреть с точки зрения одного конкретного нейрона. Почему в данный момент, если нейрон разряжается, это связано с сокращением той или иной мышцы, а в другой момент мы говорим, он участвует в осцилляторных процессах. То есть для меня, я до сих пор ни от одного ученого, хоть с нобелевскими лауреатами говорил, хоть с людьми, которые полностью варятся и так далее, ни одного ответа, как вот эти две вещи между собой сочетаются. Почему в одном случае мы связываем сокращение активность нейрона с какой-то функцией, в другой момент мы говорим, что он участвует в осцилляторной активности. Итак, что мы можем, соответственно, если мы стимулируем моторную кору, что мы можем оценить и померить? Да, мы можем латентность посмотреть. Это очень активно используется для прикладных вещей, особенно для клиники. Это называется кортикоспинальная проводимость. И у людей с заболеваниями спинного мозга, либо там с нарушением моторной системы, в первую очередь будет страдать латентность. И латентность, естественно, еще связана с теми синаптическими переключениями, которые связаны с проводимостью. То есть если будут страдать прямые пути, мы видим снова изменение латентности. Ну и также мы можем амплитуду оценивать. Как вы знаете, есть вся у нас стимуляция, это единый закон, S-образная кривая, что мы стимулируем в начале подпорога, ничего не имеем. В какой-то момент мы видим хорошую согласованность между интенсивностью стимула и ответов, потом это все выходит на плато. Это касается всего, даже усилителей. В усилителях это называется динамический диапазон. И, соответственно, эта кривая может характеризовать активность нервной системы. Ну хорошо, вот мы говорили сейчас про моторную кору, где более-менее объективно можно, подчеркиваю, объективно, это когда мы, не спрашивая нашего испытуемого, можем ответы замерить. Что другое? Например, если мы пойдем в зрительную кору, вот мы стали ее стимулировать. Я, когда был маленьким, мне казалось, что, как маленьким студентом, и читая учебники, где там вот эти колонки описаны, видели так красиво, на кошках. Я смотрел это видео, где они показывали на видео, как устроены эти колонки. У меня, естественно, когда я стал заниматься стимуляцией человека, кошку можно стимулировать, но ее не спросишь, что она видит. А человека можно спросить, что он видит. И казалось, что мы эти же колонки можем прощупывать с помощью стимуляции мозга. Ничего подобного. Никаких образов, предметов, хотя бы прямых линий, звездочек, ничего он не видит. Он видит фосфены в некоторых случаях. Это, еще раз говорю, что это выглядит, как будто лампочка сломалась и начинает мигать. То есть у вас начинает вот так мигать все окружение. И это максимум, что можно добиться при стимуляции
зрительной коры. Вот. Можно даже корректировать, в каких точках наиболее это мерцание будет выражено больше и так далее. Но, например, 25% вообще испытуемых не видят ничего. Все. Это все, что, максимум, что вы можете добиться стимуляции зрительной коры. Стимуляции слуховой коры вы тоже ничего, вообще ничего не добиться, только из-за того, что сама штука, когда проходит ток, происходит очень-очень громкий щелчок. Поэтому эффекты, то, что человек может услышать, они будут полностью изменены из-за того, что человек слышит этот щелчок. И люди пытались там наушники одевать, либо беруши, но вот как было показано, что есть еще костная проводимость, как вы знаете. И человек в любом случае будет слышать этот щелчок благодаря, в том числе, костной проводимости. И более сложно, естественно, то, чем очень активно сейчас занимается у нас, допустим, в высшей школе экономики, это различные когнитивные задачи и использование в них стимуляции. Здесь, конечно, картина еще более сложная, потому что здесь нужно применять очень тонкие тесты, очень тонкие контроли. Но вот здесь приведена такая на этом слайде классическая работа Василия Ключерева, где они предъявляли фотографии лиц девушек и пытались и просили оценить испытуемого в плане привлекательности. А потом показывали, как оценивала эти фотографии другие испытуемые, и спрашивали, может ли человек согласиться с тем, что он действительно не совсем так оценил и изменить свое мнение. То есть это называется конформность. Вот. И можно проводить стимуляцию той или иной зоны, медиафронтальную кору, вот они стимулировали, и показали, что да, немного можно сдвигать комфортность человека при помощи такой стимуляции. Еще раз сдвигать там порядка 10%, и этот эффект держится порядка 10 минут. Вот. То есть это не то, что мы можем сделать зомби. И еще раз, это очень тонкие тесты, очень большие контроли, чтобы понять, что происходит. Да. И в итоге хочу сказать, что не ожидайте многого от ТМС и никогда не считайте, что мы можем там изменить человека при помощи ТМС. Буквально пару слов, чтобы глубоко не уходить. ТМС, он подразумевает изменение активности при помощи создания довольно мощного электрического поля в мозгу, которое вызывает потенциалы действия. Вот. В отличие от транскраниальной электрической стимуляции, где больше мы говорим о поляризации нейронов. То есть нейроны становятся более гиперполяризированными или деполяризированными. Значит, все подходы, или их можно назвать протоколы стимуляции, делятся на онлайн и офлайн. Онлайн – это когда мы стимулируем и видим эффект буквально до 1 секунды, который держится. То есть практически во время стимуляции мы видим. Оффлайн – это когда держится эффект несколько минут. Итак, если мы говорим про онлайн-протоколы, да, вот как я вам показывал, с вызванной моторной активностью мы можем судить о кортикоспинальной проводимости. Вот. Мы можем просить человека выполнять то или иное действие и в этот момент проводить точную стимуляцию, посмотреть, это улучшает или ухудшает. Ну, например, если у нас мышца находится в активированной ситуации, то когда мы дополнительно стимулируем ее представительство в коре, естественно, это вызывает такую гигантскую фасилитацию вот этой мышцы, то есть она сокращается
в несколько раз сильнее. Вот. И, ладно, не буду приводить примеры, чтобы время. Вот. Есть протоколы, связанные с тем, как один импульс моделирует другой. То есть, когда мы, я рассказал, стимулируем моторную кору одиночным импульсом, мы можем судить о кортикоспинальной проводимости, насколько возбудима кора померить. То есть мы можем померить реально, неинвазивно, мы можем померить возбудимость коры. А еще есть протоколы, которые подразумевают такой эффект. То есть у нас есть стимул, такой называется кондиционирующий или условный, где мы стимулируем подпорогово. То есть ответа от него одного ничего не будет. И есть стимул надпороговый. Вот. И если теперь мы их соединим, то есть вот надпороговый производит вот такой эффект, например, но если теперь мы подпороговый можем с одной задержкой до него подать, увидим фасилитацию, а можем с короткой, еще более короткой задержкой и увидеть торможение. Вот. И если мы построим такую кривую, это разница между подпороговым и надпороговым стимулом в миллисекундах, то мы увидим вот как раз, как это меняется ответ. То есть от торможения до возбуждения. И вот этот протокол, который вызывает торможение, поскольку его латентность, разница до 6 миллисекунд, мы предполагаем, что это очень локальное явление, и это является объективным критерием для измерения уже торможения в данном участке коры. То есть мы можем объективно судить о возбудимости коры и о процессах торможения. Вот. Мы можем давать различные фармакологические препараты, смотреть, как они влияют на торможение, как они влияют на возбуждение. И объективно, еще раз, если мы говорим о моторной коре, это объективно. В этом отношении это очень серьезная штука для, например, фармакологов. Точно так же мы можем моделирующий стимул, кондиционирующий, прилагать к другой точке коры. И здесь, соответственно, в зависимости от расстояния между этими стимулами, мы можем также иметь возбуждение и торможение. То есть мы здесь сталкиваемся с взаимодействием межполушарными, и мы можем снова их объективно померить. Вот. Есть офлайн протоколы, эффект, который длится несколько минут. Есть протоколы. Здесь когда мы говорим про офлайн, то есть у нас такая цепочка импульсов длительная, то есть она не больше минуты обычно такие протоколы, но это очень серьезное такое воздействие на кору. И в среднем она длится минут 30-40. Хотя есть заболевания, которые лечатся ТМС, допустим, депрессию. Но здесь несколько сессий по длительной стимуляции приводит уже к серьезным изменениям активности мозга. Вот. И то, что я хотел сказать, что разные протоколы или результаты делают разные результаты. Вы можете еще раз объективно мерить возбудимость и торможение в нервной системе. Вот. Но здесь нужно понимать, как вы используете эти протоколы. Нужно не забывать делать контроли. Вот. Контроли можно делать по-разному. Можно катушку повернуть на 90 градусов, тогда она будет также щелкать, но стимуляция будет идти мимо. Вот. Есть специальные катушки, которые только щелкают. И у человека такое ощущение, что да, стимуляция идет, но нету ее в реальности. Вот. Я довольно много занимаюсь стимуляцией. Например, вот недавно статья у нас вышла, где мы показываем,
эффекты TDCS на зоны Верника, вот, и как это влияет на восприятие абстрактных и конкретных терминов. Но еще раз, если вы читаете все эти статьи, и мне очень сильно нравятся люди, которые не понимают механизмов стимуляции, и откуда все идет. И очень много моих коллег начинают говорить, вот это возбуждающий протокол, вот это тормозной протокол. Откуда они берут это? Когда я спрашиваю, откуда вы взяли, что это возбуждающее, что это тормозное? Да? То есть, типа, все должно быть лучше, все должно быть хуже. Все это берется из работ по стимуляции моторной коры. Вот, что при стимуляции анодом у нас повышается возбудимость, при стимуляции катодом понижается, но все, еще раз говорю, это идет с моторной коры. Как только мы переносим это на другую кору, это все бабка надвое сказала, что здесь мы активируем, здесь тормозим. Мне это очень не нравится, потому что даже недавно слушал свою коллегу, которая прямо на радио ее пригласили, и она там рассказывала про то, как они используют разные протоколы, и она откровенно всем людям на всю страну вещает, что здесь мы активируем, здесь мы тормозим. Это не так, абсолютно не так. Никто это не проверял. Проверяли только на моторной коре и связанные с моторными эффектами. Моторная кора, как вы знаете, имеет собственную сложную структуру, но в первую очередь там есть клетки пирамидные. Это самые большие клетки у нас в организме. Ну, вдумайтесь, клетка длиной в метр, да, то есть она находится в коре и доходит до мотонейрона, управляющей, который лежит внизу позвоночника. То есть это гигантская клетка. Да, а с другой стороны, есть клетки там, в зоне Верника, которые в основном внутрикорковые связи образуют, и то на коротких расстояниях. Поэтому вот сравнивать вот это, на мой взгляд, ну, некорректно. Хотя бы нужно постараться не употреблять эти фразы, активирующие и тормозящие протоколы. Не буду показывать проблемы, это мои данные. Если будет время, я могу еще вернуться. Думаю, что буквально 10 минут остановлюсь, чтобы долго не задерживать всех. Если будут вопросы, я лучше на них отвечу. Какие есть перспективы по неинвазивной стимуляции и какие еще есть неинвазивные стимуляции, кроме тех, о которых я так много рассказывал? Лично я, вот работая с детьми в институте Турнера, детском ортопедическом институте, столкнулся со следующей вещью, что, оказывается, очень активно, для меня это было открытием, используется у нас трансспинальная стимуляция электрическая. В этом случае у нас электроды накладываются на позвоночник. Сейчас есть тут картинка. Ну, по сути, они накладываются на спину. Вот. И дальше либо переменным, либо постоянным током и так далее происходит стимуляция. Вот. Это когда я пришел и с этим столкнулся, для меня это было очень необычно, потому что, ух ты, неужели уже сюда пришла электрическая стимуляция? Но когда я стал разбираться, я увидел такую штуку, что у нас у многих есть ассоциация спины и мозг – это ходьба. Все. И действительно, ну, наверное, все знают, что вот это одно из самых первых, что страдает при повреждении спинного мозга – это локомоция. Но я, допустим, работаю с детьми, у которых нарушения связаны с руками. Вот. И каждый раз всем говорю, на руках мы не ходим. То есть, если вы знаете, у нас локомоция – это один из немногих примеров использования клеток водителей ритма. У нас есть клетки водителей ритма в сердце,
пейсмейкеры, да, которые запускают ритм, но также у нас есть водители ритма для ходьбы клетки. И вы даже можете отрезать кусок спинного мозга, сделать его переживающий срез, да, который будет ширины там, полмиллиметра. И то вы можете заставить его ходить, этот срез. То есть если покапать то, что называется локомоторный коктейль, он там из дофамина, серотонина, MDMA состоит. Если им покапать, то вы, если поставите электрод рядом с корешками, где должны находиться корешки спинного мозга, моторных, они вот здесь, то вы увидите даже на срезе ритмическую активность. То есть этот срез пытается ходить в реальности. И большинство методик, применяемых для реабилитации пациентов со спинномозговыми повреждениями, связано с тем, что их пытаются заставить ходить. Но и, соответственно, расширить эти центры. Но вот когда я столкнулся в институте и увидел, эти же протоколы применяются и для детей, у которых проблемы с руками. А проблемы с руками – это абсолютно другие. Руки у нас используются для произвольных движений. Ходьба – это не произвольная. Я говорю, срез пытается ходить без всякой коры. А вот здесь нам нужно как раз-таки разрабатывать протоколы стимуляции спинного мозга для произвольных движений. И когда я стал разбираться в этой тематике, довольно много в этом варюсь, то там действительно очень сложно. То есть в отличие от коры, где ламинарная структура у нас, допустим, в коре, если вы смотрите, там, первый, второй, третий слой, пятый слой разделяет и функционально разделяет. В какой-то слой приходят одни окончания с другого слоя, в другом слое лежат там тела клеток. Здесь у нас нет ламинарной такой структуры. Здесь эти клетки перемешаны. Да, можно говорить о мотонейроны, они в основном вот в этих рогах дорсальных или нижних лежат. Но это опять-таки, она четко, анатомически это не выражено. Вот. Плюс, когда мы стимулируем, у нас ближе всего к поверхности, как вы знаете, у нас все чувствительные нейроны вынесены за пределы центральной нервной системы, ну, кроме обонятельных. И когда мы располагаем электрод вот здесь, то в первую очередь у нас ток пойдет через ганглии чувствительные спинного мозга. Поэтому очень много эффектов связано не с тем, что мы стимулируем спинной мозг, а с тем, что мы стимулируем ганглии чувствительных нейронов, да и самые нервы чувствительные и двигательные. Вот. Естественно, люди пытаются даже модулировать это, но это очень-очень тяжело вот, для спинного мозга. И когда вот рисуют вот такие картинки в статьях, я говорю, это все настолько условно, потому что этот же нейрон, он может на 90% поменять направление, да, то есть у него аксон может выходить вот так вот. Вот. И в этом случае мы получаем уже совсем другую картинку, когда мы начинаем модулировать, то есть это все очень сильно условно, но все-таки у меня есть статьи, где мы показываем, что действительно электрическая стимуляция спинного мозга имеет очень-очень большой эффект для процессов реабилитации. И мы даже использовали стимуляцию постоянным током. И одно, как из следующих направлений, на чем мы сейчас очень активно работаем, да, у нас в институте, в вышке, у нас большой-большой грант, например, это использование неинвазивных технологий для усиления обучения моторным навыкам. То есть мы пытаемся комбинировать разные, то есть мы вот сейчас пытаемся комбинировать трансспинальную стимуляцию с транскраниальной магнитной стимуляцией и пытаться, чтобы стимулы поляризации, которые мы создаем в спинном мозгу, еще сталкивалась с активацией, которая сверху приходит. И посмотреть, насколько это будет эффективно. Этого еще никто не делал. Ну, буквально какие еще? Тут их стимуляции есть. Инвазивные, неинвазивные, электрические, магнитные. Я думаю, что про оптогенетику вам довольно много
Балабан рассказывал, да, Оль, если не Да, ошибаюсь? конечно, аптогенетика – это наше все. Да, вот. То есть я не буду в деталях останавливаться на аптогенетике, я тоже ей Да. занимался в свое время. А, а, Упомяну еще ультразвуковую стимуляцию. Я лично ей не занимался, но с ней сталкивался, ну, и люди мне показывали, которые именно ее разрабатывают. Вот у меня есть коллеги в университете Нью-Мексико в Альбукерке, в Штатах, и они вот там пионеры в этой области, и это действительно очень интересная штука. Что такое стимуляция ультразвуком? Это, по сути дела, механическая стимуляция нейронов. То есть мы мембрану механически изгибаем. Это приводит к открытию каналов. Вот, если в оптогенетике мы ротопсином при помощи света ротопсин открывает, просто делает дырку в мембране, то здесь канал открывается, еще раз говорю, из-за механической стимуляции. Ну, точно так же, как вы на глаз нажмете, видите искры из глаза. Вот это механическая стимуляция. Чем интересна ультразвуковая стимуляция? Это то, что вот этот луч, он может быть очень узконаправленный. Вот, например, это реконструкция, значит, области стимуляции при транскраниальной электрической стимуляции. Вот у нас два электрода здесь, один здесь, другой здесь. И вот мы имеем такой ТМС. Вот. А вот это при ультразвуковой стимуляции. Это очень маленькая точка. Реально очень маленькая точка. Но, то есть вот если сделать ее реконструкцию в 3D, вот этих, то есть это вот такая, но и вдобавок она относительно глубокая может быть. Вот есть опыты показывают, что вот стимуляция может, вот эта очень тонкая ультразвуковая стимуляция здесь в сенсорной области мозга может изменять вызванные потенциалы. Также с помощью нее можно и фармакологически стимулировать. То есть можно брать какой-то фармакологический агент, его в специальную по-русски оболочку сажать, да, кейдж по-английски, вот, и который проникает через гематоэнцефалические барьеры, либо можно в каком угодно органе, и этот кейдж, да, эта оболочка разрушается при воздействии ультразвука. Поскольку ультразвук очень локальный, то мы можем очень локально высвобождать тот или иной фармакологический агент. То есть это здесь также может найти применение ультразвуковая стимуляция не только нейронов, но и фармакологическая. Это все относительно недавно стало развиваться. Соответственно, можно сочетать ультразвуковую и ТМС. Как я говорил, что мы не можем до бесконечности повышать интенсивность стимуляции, потому что в случае ТМС мы можем повысить, но при этом у нас будет область стимуляции расширяться, если вы вспомните конфигурации полей, которые вызывают катушки. Вот. И люди пытаются сделать более локальную, но более эффективную стимуляцию. И для этого сочетают ультразвук вместе с ТМСом. И при этом получается, что у нас как бы ультразвук, он увеличивает возбудимость очень локально нейронов. И тут, когда одновременно прилетает еще электрическое поле, то мы имеем довольно локальную активацию нейронов. Но я говорю, это все вот буквально последние годы, последние 3-4 года только стало появляться. И последний, как пример, чем интересен ультразвук, я зараз привожу этот пример. Наверное, вы все видели, в ларьках продаются сувениры, где внутри кристалла из стекла вы видите трехмерные картинки. Вот.
И всегда спрашивал, вы никогда не задумывались, как они делаются? Внутри стекла трехмерная картинка. Делается она, ну, как сказать, относительно просто. Мне всегда нравится это слово «просто». Оказывается, вот это стекло, оно состоит из миниатюрных кристалликов внутри. И этот кристаллик, если на него подействовать определенной энергией, он перевернется, и, соответственно, у него изменится отражение света. А вот для этого достаточно применить энергию. Если вы просто лазером посветите, то у вас, соответственно, все прожжется вот на том моменте, где проходит лазер. А если, а если посветить двумя лазерами, то можно создать ситуацию, что энергии хватит только в том месте, чтобы перевернулся этот кристаллик, только в том месте, где эти два лазера сходятся. Это одна точка в пространстве. И вот таким образом строятся вот эти 3D красивые картинки. То есть это создается точка очень локальная внутри этого кристалла. Вот с помощью ультразвука есть точно такая же возможность. То есть можно скомбинировать несколько этих не лазерных, а ультразвуковых, поскольку они очень направленные, лучей, да, beam по-английски, с тем, чтобы только в одной точке, трехмерной, еще раз говорю, не то, что, как мы говорим о стимуляции ТМС, это все о поверхности. Здесь же, возможно, будет возможность стимулировать конкретную точку внутри мозга. Не только на поверхности, но уже внутри. Но это вот все буквально, это, вот я говорю еще, это последние несколько лет только стали разработки. Я знаю, по крайней мере, 2 места, где это делается. Это в университете Нью-Мексико, и это делается в Макса Планка в Лейпциге. Вот, пытаются разрабатывать. Вот, не буду больше задерживать. Если есть вопросы, с удовольствием обсужу.